Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли, а я как раз приготовила курино-овощные бульоны. В этом видео я хочу поделиться своим опытом о том, как я готовлю курино-овощные бульоны и заодно покажу их возможные применения в буднем рационе нашей семьи. В конце видео поделюсь рецептом приготовления супа из курино-овощных бульонов. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам достаточно бюджетного, но очень вкусного и бесспорно полезного полуфабриката курино-овощного бульона вместе. Ну, начнем с того, что для этого я беру 3-4 курицы, а еще лучше цыплят. Разделываю их, упаковываю по отдельности грудинку, бедра, крылышки и голень. Кстати, получается намного выгоднее, чем покупать их в отдельности. А из суповых наборов сюда входят лапки, ребра, шея, грудная кость и, собственно говоря, готовлю куриный бульон. Бульоны иногда готовлю самые нейтральные, а иногда с овощами, то есть костно-овощные бульоны. Итак, кладу кости в глубокую посуду, набираю в посуду холодную воду и оставляю кости в этой холодной воде примерно на час. Затем тщательно мою кости, набираю в кастрюлю уже питьевую воду и ставлю кастрюлю с костями на огонь. Огонь пока средний. После того, как снимаю пенку, убавляю огонь и на низком огне даю костям томиться 7-8 часов. Вот буквально томиться, вода должна еле булькать. В принципе, когда варятся кости, примерно через 40-50 минут можно достать кости, снять с них мясо, чтобы оно не переварилось. Затем кости обратно вернуть в кастрюлю, а мясо в самом конце добавить уже к бульону. Просто мне сегодня надо было выбегать по делам, а когда вернулась обратно, уже не было смысла доставать мясо. Мы не любим переваренное мясо. Ну ничего, на этот раз кубики получатся без мяса. Ну что, примерно через 8 часов снимаю кастрюлю с огня и даю бульону остыть, а пока займусь овощами. 5 штук средней луковицы нарезаю на тонкие перышки. В кастрюлю кладу примерно по 80 грамм топленого и оливкового масла. Масло пусть растает, а я возвращаюсь к резке лука. В принципе, лук, как и все другие овощи, можно нарезать на большие кусочки и вообще нарезать как бы. Но, к сожалению, крупно нарезанный лук невозможно обжарить до идеально нежной структуры. Поэтому я нарезаю лук, пускай не мелко, зато тонко, вернее на тонкие перышки среднего размера. Ну и чтобы было уже наверняка, чуть-чуть солю и мну лук. А пока лук обжаривается до бледно-золотистого цвета, нарежу другие овощи. 2 большие моркови нарезаю на кружочки, на достаточно добротные толстые монетки. 1 прилично крупный красный болгарский перец тоже нарезаю достаточно крупно, ну, скажем так, на крупные соломки. К этому времени лук уже обжарился до бледно-золотистого цвета. Немного мешаю лук и отправляю сюда всю морковь. Закрываю крышку и пусть пока морковь тушится вместе с луком 5-6 минут. А я пока нарежу помидоры. У помидор не снимаю кожуру, в этом нет необходимости. Помидоры нарезаю достаточно крупно и пока тоже оставляю в сторонке. Зелень, как вы видите, нарезаю также крупно и пока тоже оставляю в сторонке. И зелень сегодня у меня почти по одному пучку укропа и петрушки, а еще веточка розмарина. 3 штуки средних зубчика чеснока тоже разрезаю на крупные кусочки. В принципе, зубчики чеснока можно было бы оставить и так. Морковь потушилась вместе с луком, вот уже 5-6 минут. Отправляю к ним помидоры, тушу все вместе примерно пару минут.
И с таким же интервалом отправляю в кастрюлю болгарский перец и вслед за ним уже другие овощи. Затем все немного мешаю и даю овощам потушиться под закрытой крышкой 2-3 минуты. После отправляю к овощам бульон. Его обязательно процеживаю. Вслед отправляю в кастрюлю чеснок. Тушу все буквально пару минут и последние ингредиенты. Отправляю в кастрюлю пряности, соль и зелень. Список пряностей, как и список всех других ингредиентов, оставлю внизу под видео. Но, думаю, список и количество пряностей лучше отрегулировать в индивидуальном порядке. Еще такой момент: я добавляла овощи по мере их готовности. Но можно нарезать все овощи. После того, как обжарится лук, все остальные ингредиенты тоже закинуть в кастрюлю и потушить их вместе 5-6 минут. Еще в горячем виде тщательно взбиваю овощи с бульоном миксером, выключаю плиту, а кастрюлю с бульоном оставляю на горячей плите. Пока бульон немного остывал, все ингредиенты, все овощи и пряности успели взаимодействовать друг с другом. Еще в теплом виде разливаю бульон по формочкам. Холодный он уже станет холодцеобразным, и разливать куриный бульон по формочкам будет не совсем удобно. Курино-овощные бульоны отправляю в морозильник на всю ночь, а на утро можно получить вот такие симпатичные фигурные кубики бульоны. Теперь хочу поделиться с одним из рецептов по применению курино-овощных бульонов. В целях экономии времени я в кастрюлю наливаю кипяток. Туда же закидываю парочку бульонов и картошку. Варю картошку примерно 10 минут. А пока варится картошка, я за это время освобожу все остальные кубики. Такие кубики бульона могут стать палочкой-выручалочкой в каждой кухне и для любой хозяйки, особенно для занятых. Я обычно собираю кубики бульона по герметичным контейнерам или пакетикам. Такие кубики бульона можно хранить в морозильнике 3-4 месяца. Если таких формочек для кексов у вас нету, можно применить посуду для льда. А можно просто налить костно-овощной бульон в плоскую посуду, а на утро разрезать бульон на кубики. Тоже как вариант. Теперь закидываю в кастрюлю пару замороженной алычи, лапшу, варю супчик еще 5 минут и вуаля! Курино-овощные кубики бульона и наваристый суп из них готовы. Обязательно приготовьте такие кубики бульона. А я всем желаю приятного аппетита. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я рада, всегда вам рада.